Мир вам, дорогие зрители! Это вторая часть моего проекта, посвященного наследию святого Григора Татеваци. Многие с опаской смотрят на нейросети, задаваясь вопросом, грешно ли это. Но я убежден, если технология помогает человеку лучше понять себя и законы мировоздания, они служат добру. Именно поэтому я использовал искусственный интеллект, чтобы воссоздать рассуждения святого Татеваци о природе греха. В этом аудиорассказе два голоса дополняют друг друга, разбирая тему греха, каких видов бывает грех. Герои этой беседы помогут вам заглянуть внутрь себя через призму древней мудрости. Дорогие, пожалуйста, напишите после прослушивания, помогает ли такой технологический подход лучше усвоить духовные уроки. И важно ли, на ваш взгляд, пересказывать труды святых отцов таким современным языком. Представьте себе человека, который, знаете, систематически, шаг за шагом просто разрушает собственную жизнь. Мгм. Вот он принимает откровенно плохие решения, как бы отталкивает близких, саботирует карьеру. И при этом кажется, что делает он все это совершенно осознанно. Да, иногда даже с какой-то, знаете, пугающей бравадой. Вот-вот. И сегодня, глядя на такую картину, мы бы, немедленно обратились к словарю современной психотерапии, так ведь? Безусловно. Мы бы сразу заговорили про саморазрушение, про какие-то глубокие травмы, выгорание, или защитные механизмы психики, или дефицит дофамина, например. Точно. Нам как бы кажется, что это исключительно наше, вот прямо современное понимание того, как вообще ломается человек. И знаете, это очень распространенная иллюзия. Мы вообще часто думаем, что в прошлом люди смотрели на человеческие поступки исключительно через такую, примитивную черно-белую призму. Угу, типа тут добро, там зло, и все. Именно, что здесь добро, там зло, и никаких сложных внутренних процессов между ними просто нет. Но история мысли, если в нее углубиться, показывает нечто совершенно иное. И вот именно поэтому наше сегодняшнее глубокое погружение в тему настолько интригует. Мы сегодня будем разбирать материалы, которые принадлежат перу средневекового мыслителя, святого Григора Татеваци. Да, очень интересный автор. Формально то, что мы рассматриваем, это выдержки из его трудов об учении о грехе. Но если мы начнем вчитываться, снимая слой сугубо исторической, теологической терминологии, то перед нами развернется поразительно сложная психологическая матрица. То есть это не просто какой-то свод запретов и морализаторства. Совершенно верно. Это детальная попытка разобрать саму механику человеческого падения. То есть как именно мы отступаемся, как мы конструируем себе оправдание. Да. И главное, как мы доходим до той самой точки, где разрушение себя начинает приносить вот эту какую-то извращенную радость. Вот. И ценность этой системы координат в том, что она смещает фокус внешнего на внутреннее. Мы же сегодня как привыкли? Мы измеряем свою жизнь категориями успешности, продуктивности, социального одобрения. Да, сколько лайков собрали, сколько задач закрыли. А Татеваци предлагает архитектуру, где самым главным критерием является внутренняя целостность личности. Его тексты прямо заставляют нас посмотреть на то, как вообще устроены сами механизмы нашего выбора. Слушайте, для того, чтобы в этом разобраться, нам, наверное, нужно сначала понять его базовую отправную точку. Да, логично. Как вообще вот в этой парадигме определяется то, что мы привыкли называть словом «грех»? Потому что это слово, очень сильно нагружено культурным багажом. Согласен. Очень сильно. Для многих это просто, синоним нарушения какого-то юридического или социального правила. Типа перешел дорогу на красный свет, украл, обманул. Но здесь, понимаете, предлагается совершенно иной масштаб. Само определение, которое дается в тексте, звучит весьма философски. Так, и как же оно звучит? Поступок классифицируется как деструктивный, когда человек отворачивает лицо от неизменяемого добра и обращается к добру изменяемому. Ого, подождите, то есть... Если мы переведем это на язык современной психологии, речь идет о фундаментальной ошибке приоритетов. Человек отказывается от чего-то вечного, абсолютного. От того, что дает подлинный смысл. Именно. Отказывается от этого ради чего-то временного, ситуативного и приходящего. Слушайте, это очень похоже на попытку, утолить жажду соленой водой.
Отличная аналогия. Ну, то есть мы берем что-то конечное, статус, деньги, какое-то мимолетное удовольствие, и требуем от этого конечного ресурса, чтобы оно дало нам бесконечное счастье. Да, и, естественно, это не работает. Система дает сбой. И дальше вот в источнике эта концепция усложняется. Вводится разделение на два уровня этой поломки. Так, давайте разберем. Первый уровень — это так называемый первородный грех. И в рамках этой мыслительной системы это не просто какое-то историческое событие, связанное с Адамом. Это некая изначальная уязвимость. Она господствует над человеком помимо его воли. То есть это как врожденная предрасположенность к какому-то заболеванию? Да-да, именно так. Или как такой фоновый шум в нашей биологии, с которым мы просто появляемся на свет, и это данность. То есть мы как бы не несем ответственности за сам факт наличия этой уязвимости. Совершенно верно. Это просто условия задачи, в которых мы рождаемся. А вот второй уровень — это уже воздействующий или личный грех. И вот тут все меняется, да? Тут картина кардинально меняется. За эти поступки ответственность несет уже исключительно сам человек, потому что, они являются результатом проявления его личной воли. Угу. И чтобы показать, насколько по-разному эти личные выборы могут разрушать человека, в тексте используется одна, очень выразительная метафора. Да, я читала, это про стрелу и колючку, верно? Точно. Личные проступки делятся на смертные и простительные. И разница между ними описывается как разница между попаданием стрелы и уколом колючки. Метафора, конечно, красивая. Но, знаете, у меня тут сразу возникают вопросы масштабирования. Так, какой? Вот смотрите. Допустим, колючка — это мелкая царапина, а смертельный проступок — это прям стрела в сердце. Но если следовать логике накопительного эффекта, неужели 1000 уколов колючкой не могут в итоге привести к такому же разрушению организма, как одна стрела? Угу. Знаете, как этот эффект смерти от 1000 порезов? Это очень логичный современный взгляд. Мы вообще сейчас любим все квантифицировать, переводить в цифры. Ну да, считать все. Но архитектура этого текста настаивает именно на качественном, а не количественном различии. Дело в природе самой раны. То есть дело не в количестве колючек. Нет. Колючка оставляет след только на поверхности. Это может раздражать, это может вызывать дискомфорт или даже боль, но это поверхностное повреждение. Оно не нарушает работу жизненно важных центров. Я поняла. Человек мог сбиться с шага, поцарапаться, но он все еще идет по своему пути. Получается, что стрела поражает саму способность двигаться дальше. Да, стрела пробивает насквозь. Она поражает ядро личности. 1000 поверхностных царапин не остановят сердце так, как это сделает одно точное попадание. То есть разница в том, что простительный проступок — это просто временное помутнение, слабость, после которой остается структура личности. Именно. А смертный — это когда человек своими собственными руками эту структуру уничтожает. Хорошо, если разница между колючкой и стрелой так критична, логично спросить, а что вообще заставляет нас тянуться к этой колючке или тем более подставлять грудь под стрелу? Угу. Что служит триггером? И вот здесь мы находим 4 причины, которые, если честно, звучат так, будто их сформулировал какой-то современный социолог или биолог. Да, эти 4 причины образуют очень стройную систему понимания человеческих мотивов. Первая причина — это влияние социальной среды. Или, как это названо в тексте, злые привычки. То есть окружение. Да. Человек находится в деструктивном сообществе и просто перенимает нормы поведения этого сообщества. Это социальный конформизм в чистом виде. Мы адаптируемся к стае, даже если эта стая бодро шагает к пропасти. Понятно. Вторая причина — невежество. Это ситуация, когда человек творит разрушение, искренне полагая, что делает добро. Вот это, наверное, самое страшное. Когда разрушение совершается с абсолютной уверенностью в собственной правоте. Согласен. Человек просто не знает базовых правил или имеет искаженную картину мира. Знаете, третья причина заставила меня прямо остановиться. В тексте говорится о влиянии 4 стихий, составляющих природу плоти. Да, очень интересный момент. То есть огонь провоцирует гнев, воздух отвечает за легкомыслие и гордость, земля тянет к печали, а вода вызывает лень. Угу.
По сути, это такой средневековый аналог определения биологического темперамента, типа теста Майерс-Бриггс или даже астрологии. Ну, можно и так сказать. Но если мы принимаем эту концепцию, не возникает ли парадокс? Ну вот смотрите, если во мне от природы преобладает вода, и моя физиология просто диктует мне быть ленивой и апатичной, разве это не снимает с меня личную ответственность? Я понял вашу мысль. Ну, как я могу отвечать за свою химию или свою биологию? Но это фундаментальная проблема детерминизма, которая обсуждается философами до сих пор. Если моя биология толкает меня к определенному поведению, где заканчивается химия и начинается свободная воля? Вот. И как текст это решает? Подход, описанный здесь, решает эту проблему очень изящно. Стихии — это предрасположенность, но не предопределение. Это ландшафт вашей личной битвы. Подождите, то есть вода во мне — это просто условие задач? Именно. Если у вас преобладает вода, вам объективно будет сложнее бороться с ленью, чем человеку, в котором горит огонь. Ваш личный вызов будет заключаться именно в преодолении этой апатии. Угу. Система признает, что стартовые позиции у всех разные, влияние плоти реально, но право финального решения всегда остается за сознанием. Понятно. Ну и вы говорили про 4 причины. 4-я какая? Ну и 4-я причина, чтобы картина была полной, это уже внешнее духовное воздействие, целенаправленный соблазн. Так, погодите. Но если стартовые позиции у всех настолько разные, разная биология, разная социальная среда, разный уровень знаний, Да. то как вообще можно объективно оценивать поступки? Но справедливость же не может быть универсальной линейкой для таких совершенно разных ситуаций. И вот здесь мы переходим к поразительной юридической матрице, которая заложена в этих текстах. Это не какое-то слепое механистическое правосудие. Угу. Оценивается не просто сам факт проступка, а сложнейший контекст, в котором он был совершен. Выделяется 5 ключевых факторов, меняющих степень тяжести одного и того же действия. Да, давайте разберем это, потому что это поразительно похоже на современную судебную систему с ее поиском смягчающих обстоятельств. Да. Первый фактор — качество поступка. То есть, совершено ли действие осознанно ради удовольствия или из-за крайней нужды и по незнанию. Угу. Второй фактор — количество. Это разовая оплошность или систематический продуманный выбор. Третий — объект. Против кого это направлено? Против себя самого? Против ближнего? Или это вызов высшему порядку? А последние 2? 4-й и 5-й факторы — это место и время. Произошло ли это в обыденной обстановке или в месте, требующем особого уважения? В обычный день или в момент, который должен быть посвящен осмыслению? Слушайте, если собрать эти факторы вместе, получается невероятно объемная картина. Вот давайте возьмем, банальное воровство. Давайте. Одно дело, когда ребенок крадет еду от невыносимого голода где-то на окраине деревни в обычный вторник. Так. И совершенно другое, когда умудренный опытом человек осознанно, но вообще не испытывая нужды, совершает кражу в священном месте в праздник. Абсолютно разные вещи. Технически действие — это одно — кража. Но внутренний вес этих поступков абсолютно разный. Разница заключается в том, сколько внутренних барьеров человек должен был сломать, чтобы совершить действие. Ребенок, движимый голодом, не ломает свою внутреннюю структуру, он просто подчиняется инстинкту выживания. Ну да, он просто хочет выжить. А человек, который осознанно игнорирует святость места, времени и отсутствие нужды, он производит масштабное разрушение собственных моральных опор. Оценивается именно степень этой внутренней деградации. Это очень логично переводит нас от внешних обстоятельств к внутреннему состоянию человека после того, как эти барьеры сломаны. Да, как человек реагирует на собственное падение. И тут в тексте предлагается разделение на невольно согрешивших и вольно согрешивших. Это разделение построено на отношении человека к своему состоянию. Невольно оступившийся сравнивается с человеком, который сбился с пути или заболел. Какова естественная реакция больного? Но он хочет выздороветь. Верно. Он хочет выздороветь. Такой человек испытывает печаль от того, что сделал. Он ищет способы исправить ситуацию, он испытывает страх перед последствиями и, что самое важное, сохраняет надежду на возвращение к норме. То есть он как бы чувствует боль от разрыва между тем, кто он есть сейчас, и тем, каким он должен быть. Да. Боль здесь — это индикатор жизни. Но описание вольно согрешившего совершенно иное. И оно, если честно, пугает своей точностью. Да.
Такой человек сравнивается уже не с больным, а с мертвецом. Чем дальше он идет по пути разрушения, тем меньше он хочет возвращаться, он отбрасывает любые советы. Угу. И ключевая характеристика, которая дается, он делает это с радостью, не испытывая страха, потому что потерял надежду. Делает это с радостью, потому что потерял надежду. Боже, это звучит как идеальное клиническое описание терминальной стадии зависимости или глубокого личностного выгорания. Очень точно подмечено. Когда человек понимает, что находится на самом дне, и вместо того, чтобы карабкаться наверх, он начинает, обустраивать это дно. Он бравирует своим падением. Но эта извращенная радость — это же не настоящее счастье, верно? Абсолютно нет. Эта радость — это форма психологической анестезии. Анестезии. Да. Когда надежда на восстановление утрачена, осознание собственного падения приносит невыносимую боль. И чтобы не чувствовать эту боль, психика включает защитный механизм. Она начинает как бы праздновать разрушение. Ого! Отсутствие страха здесь это не признак смелости. Это симптом омертвения. Как при сильном обморожении или некрозе тканей, когда нервные окончания просто перестают посылать в мозг сигналы тревоги. И когда человек находится в этой стадии омертвения, ему, нужно как-то рационализировать свое поведение. Он же не может просто сказать «я целенаправленно уничтожаю себя». Конечно, нет. Начинается поиск виноватых. В ход идут оправдания, природа, вселенная, создатель. Типа «я не виноват, меня таким сделали». Это классический механизм перекладывания ответственности. Вот в анализируемом тексте приводятся прямые цитаты таких оправданий. Что там говорят? Человек заявляет, что если он наделен страстями, значит, Творец сам запрограммировал его на блуд или гнев. Удобная позиция. Очень. Но ответ на эти аргументы строится на очень важной идее. Все, что изначально вложено в человека, является благом и имеет созидательную цель. Проблема не в наличии свойств, а в векторе их применения. Поясните этот момент. Как гнев может быть изначально созидательным? Ну, смотрите. Способность гневаться дана человеку как инструмент защиты границ и борьбы с несправедливостью, чтобы гневаться на само зло. Способность страстно желать дана для того, чтобы человек мог стремиться к высшему благу, к развитию. Разум дан для познания истины. Угу. Но человек берет эти совершенные инструменты и разворачивает их в обратную сторону. Он направляет гнев на добрые правила, вожделение на низменное, а разум использует для оправдания зла. Знаете, это, Катя, если бы кому-то подарили сложнейший, невероятно мощный инструмент. Например, спортивный автомобиль с мощным двигателем. Отличный пример. И этот двигатель способен доставить человека к великой цели. Этот двигатель — наши внутренние драйверы. Страсть, амбиции, тот же гнев. Угу. А человек решает направить всю эту энергию не на движение вперед, а просто на полной скорости въезжает в стену. Да-да. А когда все рушится, он выходит и обвиняет создателя машины в том, что мотор был слишком мощным. Но проблема же не в мощности. Проблема в том, что водитель отказался использовать руль. Именно так. И этим рулем в данной системе выступает умеренность. Это вообще фундаментальный принцип. Берется самый простой пример – пища. Так. Потребность в еде естественна и необходима для поддержания жизни, но когда человек по собственной воле переходит границу необходимого, пища превращается в инструмент разрушения тела, в чревоугодие. То есть виновата не еда. Да, зло рождается не из природы вещей, а из излишества. Именно излишество превращает изначальное благо в разрушающую силу. И этот разговор об излишествах как раз логично приводит нас к самой тяжелой категории – к тем самым смертным грехам, стрелам, пробивающим структуру личности. Да, выделяется 7 таких состояний. Гордость, зависть, гнев, лень, любостяжание, то есть жадность, чревоугодие и сладострастие. 7. А почему не 8, как в некоторых других традициях? Вот интересно, как Татеваци работает с этими категориями, объединяя различные психологические состояния. Например, он объясняет, что лень — это не просто желание полежать на диване. А что это? Это сложное состояние, которое включает в себя уныние, возникающее от недостатка добра, и скуку, которая парадоксальным образом рождается от пресыщения, от лишнего добра. И оба этих состояния парализуют волю человека. Ого.
Потрясающее наблюдение. Скука от избытка, ведущая к апатии — это же буквально болезнь современного общества с его бесконечным доступом к любым развлечениям. Мы пресыщены и поэтому парализованы? Именно. А тщеславие он, например, элегантно определяет как форму зависти, потому что тщеславный человек, по сути, не выносит чужого успеха и славы. Интересно. Но самое глубокое в этом разделе — это то, как объясняется сам механизм духовной смерти. Почему эти грехи названы смертными? Для объяснения используется просто леденящая кровь медицинская аналогия. Да-да, процесс физического умирания. Я читала этот фрагмент. Физиологическая смерть в средневековом понимании описывалась как процесс потери тепла. Теплота начинает убывать с периферии, холодеют конечности, и этот холод медленно, но неотвратимо движется к центру, пока не достигнет сердца. Угу. И когда тепло покидает сердце, жизнь прекращается. Автор утверждает, что смерть души происходит по абсолютно идентичному сценарию. Только вместо тепла выступает любовь Божья, связь с тем самым абсолютным добром. Душа жива этой связью так же, как тело живо душой. Это невероятно мощный образ такой, знаете, духовной гипотермии, обморожения. Да, То есть, когда человек совершает эти разрушительные выборы, он словно выходит на страшный мороз. И сначала замерзают какие-то внешние проявления, периферии его жизни. Угу. Организм еще пытается сохранить ядро, но если человек не возвращается в тепло, если он упрямо продолжает свой путь в холоде, омертвение подбирается все ближе к центру, и в какой-то момент замерзает сама способность любить. Совершенно верно. Наступает полная остановка внутренних процессов. Получается, наказание здесь — это не какая-то молния с неба. Наказание встроено в сам процесс. Человек просто сам отрезает себя от источника тепла и, логичным образом замерзает. Да, выбор изменяемого временного добра вместо абсолютного неизбежно ведет к истощению внутренних ресурсов, потому что временное просто не может согревать вечно. Что ж, мы сегодня погрузились в удивительно сложную систему. От базового понимания того, как мы подменяем смыслы суррогатами, до разбора разницы между поверхностной царапиной и фатальной раной. Да, путь был долгим. Мы увидели, что наши природные склонности, наши стихии — это лишь условия игры, но не оправдание для проигрыша. Мы рассмотрели, как глубоко контекст меняет тяжесть наших действий. Угу. И исследовали пугающую анатомию отчаяния, когда разрушение себя становится единственным источником извращенной радости. Все так. И в завершение я хочу вернуться к одной мысли, которая прозвучала в текстах вскользь, но которая, на мой взгляд, просто переворачивает привычное восприятие реальности. А какой именно? Мотивация делает радикальное утверждение. Если бы не было греха, то есть если бы человек всегда сохранял идеальную умеренность и абсолютную направленность к благу, он бы не болел, не старел и не умирал. Да, это мысли, которая стирает границу между физиологией и моральным состоянием, делая их единым целым. И именно это я хочу оставить всем тем, кто нас слушает, для размышления. Мы ведь привыкли строго разделять наше тело и нашу мораль. Типа биология отдельно, этика отдельно. Угу. Но что, если в этой древней логике скрыта метафора, с которой стоит пожить? Что, если каждая наша физическая боль, каждая новая морщинка на лице, каждый процесс увядания — это не просто холодный и неизбежный механизм окисления клеток? Очень глубокая мысль. Что, если все это физическое проявление нашей коллективной, общечеловеческой моральной энтропии? Видимый результат того самого изначального отворачивания от абсолютного источника тепла. Нашим слушателям определенно будет о чем подумать, когда они в следующий раз посмотрят в зеркало. Согласен. Ну а на этом мы и завершаем наши сегодняшние исследования. Продолжайте задавать сложные вопросы и не бойтесь искать ответы в неочевидных текстах прошлого. Иногда они знают о механизмах нашей психики гораздо больше, чем мы ожидаем. До новых встреч! И постарайтесь не терять внутреннее тепло.